Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать о самых прибыльных отраслях экономики нашей страны в 2021 году. Государственные статорганы периодически публикуют информацию о финансовом состоянии белорусских предприятий, об их выручке, рентабельности, долгах и других показателей, на основании чего можно сделать вывод, какому бизнесу все еще удается сохранить экономическую стабильность в Беларуси. За первых 7 месяцев работы белорусским предприятиям удалось добиться средней рентабельности чуть более 8%. Почему в первую очередь я говорю о рентабельности? Потому что это едва ли не единственный показатель, по которому можно сравнить компании с разными по объемам производством. И даже если у компании есть долги, при положительной динамике рентабельности можно спрогнозировать положительный экономический исход. Учитывая тот факт, что статорганы всячески стараются скрыть реальное количество убыточных предприятий, для нас особенно актуален этот показатель. Вести бизнес для того, чтобы просто работать, а не зарабатывать. Это новый девиз многих предприятий розничной торговли, гостиничного бизнеса, а также предприятий водного транспорта. Отрасли водного транспорта удалось побить антирекорд и снизить рентабельность по сравнению с прошлым годом более чем на 10 пунктов. Отрицательная динамика, то есть снижение рентабельности, наблюдалась и в сфере информационных технологий – минус 1,2 пункта, что не позволило информации и связи войти в топ самых рентабельных отраслей 2021 года. Максимальное наращивание рентабельности за первых 7 месяцев наблюдалось в отрасли воздушного транспорта – рост на 17,5 пунктов. Здравоохранение и социальные услуги плюс 6,5 пунктов, горнодобывающая промышленность плюс 6 пунктов, ну и неожиданный лидер, вошедший в топ-3 самых рентабельных отраслей – это лесное хозяйство, почти плюс 15 пунктов. Про лес я, конечно, хотела поговорить отдельно. 2021 год начался со взлета мировых цен на древесину и пиломатериалы на фоне повышения спроса и ограниченности предложения. Основное влияние на развитие данной ситуации оказала пандемия и ее последствия. Возросшая потребность в пиломатериалах ввиду значительных инвестиций в деревянное домостроение при одновременном сокращении запасов на складах у основных поставщиков и привела к дисбалансу спроса и предложения. Дополнительным негативным фактором стало увеличение расходов на транспортировку наземным и морским транспортом. Например, в России пиломатериалы подорожали в 2 раза, в Германии в 2,5 раза, в Канаде и США также более чем в 2 раза. Цены на древесину повысились и внутри страны. По данным мониторинга Федерации профсоюзов Беларуси, в отдельных регионах страны наблюдалось повышение цен почти на 90% на хвойные пиломатериалы, более чем на 80% на плиты ОСБ и примерно на 50% на фанеру, МДФ, дрова и другие изделия из дерева. В связи с прогнозами экспертов о дальнейшем повышении роста цен на пиломатериалы, некоторые страны в целях урегулирования спроса и предложения принимают ограничивающие меры. Правительство Германии, например, в марте этого года одобрило проект постановления об ограничении плановой лесозаготовки, согласно которому допустимая нормативная вырубка ели будет снижена до 85% по всей Германии. А правительство России планирует ввести запрет на экспорт необработанных лесоматериалов, хвойных и ценных лиственных пород, а также установить вывозные таможенные пошлины. Но правительство Беларуси, предвкушая получение сверхприбыли, вместо ограничительных мер начинает интенсивную вырубку леса. Даже не учитывая данные этого года, общий объем лесозаготовки за последних 5 лет увеличился на 46%. Стоит отметить, что себестоимость продукции лесной промышленности тоже выросла по сравнению с 2020 годом, почти на 30%, но это ничего по сравнению с темпами роста выручки. По итогам первого квартала этого года размер выручки составил порядка 750 миллионов рублей, а чистая прибыль от реализации продукции лесной промышленности увеличилась в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты прогнозировали увеличение выручки до 1,5 миллиарда рублей к концу августа, но по данным Белорусской универсальной товарной биржи уже в июле общий объем выручки от реализации лесопродукции составил 2 миллиарда рублей. Это 96% от выручки всего 2020 года и половина всего товарооборота биржи за первых полгода. Пиломатериалы остаются самыми востребованными экспортными позициями на товарной бирже. Порядка 67% экспортной торговли приходится именно на лесопродукцию.
А 16 июня 2021 года на площадке Белорусской универсальной товарной биржи прошли крупнейшие за все время проведения торги лесопродукции. В результате торгов в Китае было продано более 30 тысяч кубометров пиломатериалов хвойных пород на общую сумму почти 9 миллионов долларов. Для сравнения, за первых 5 месяцев этого года в Китае было продано леса всего на 8,5 миллионов долларов. И это только данные по экспорту через товарную биржу. Вне биржи объемы торговли лесоматериалом намного больше. Всего за первое полугодие на экспорте древесины Беларуси удалось заработать порядка 1,3 миллиарда долларов. Белорусская лесопродукция продается преимущественно в Европу, Польшу, Литву, Латвию, Германию и Швецию. В последнее время выросли поставки также и в Китай. Секторальные европейские санкции никак не затрагивают ни белорусскую деревообработку, ни экспорт сырой древесины и мебели из дерева. При этом увеличились не только экспортные продажи лесопродукции за рубеж. По итогам 8 месяцев 2021 года объем реализованных через биржу пиломатериалов на внутренний рынок в 2,5 раза превысил показатель всего 2020 года. Получается, что пока весь мир вводит ограничения на вырубку леса, белорусские власти намерены наращивать объемы лесозаготовок, оставляя нашу страну без легких. И несмотря на то, что Минлесхоз и другие держатели белорусского леса, такие как Управление делами президента, утверждают, что увеличение объемов вырубки не представляет никакой опасности для окружающей среды, для среды обитания животных, птиц и в конце концов людей, качество белорусского леса заметно ухудшается. Да, по статистике количество лесов на территории нашей страны не уменьшается, но уже в начале этого года около трети лесов являлось искусственными посадками, то есть лес с монокультурами, которые неустойчивы к климатическим изменениям, насекомым вредителям и не могут обеспечить то биоразнообразие для дальнейшего развития существующей экосистемы. Действующий режим применяет практику выжженной земли не только к экономике нашей страны. Лукашенко и все его министры наплевательски относятся к окружающей среде, ухудшая экологию целого региона ради содержания репрессивной машины. И пока действующий режим находится у власти, нам не стоит ожидать каких-либо изменений. На сегодня все. Спасибо, что смотрите наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а мы продолжим вам рассказывать о реальной экономической ситуации в нашей стране.